Здравствуйте, мои друзья! Сегодня мы с вами приготовим очень вкусный яблочный пирог. И будет он с карамельными яблоками. Готовится совсем несложно, получается вкуснейшим. Для пирога нам понадобится 3 яблока. Их нужно очистить от кожуры, удалить сердцевину семечками и нарезать яблоки на средние кубики. Пошаговый рецепт вы сможете прочитать в описании под видео. Я дам его в стаканах и в граммах. В этом рецепте я пользуюсь стаканом 200 мл. Стакан молока, столовая ложка крахмала, это 15 грамм. Все размешиваем, чтобы не было комочков. В сотейник с толстым дном всыпаем 3/4 стакана сахара. На среднем огне, все время помешивая, нам нужно, чтобы сахар растопился и приобрел вот такой карамельный цвет. После чего добавляем 50 грамм сливочного масла, все размешиваем, чтобы сахар объединился с маслом. И всыпаем в ковшик нарезанные на кубики яблоки. Яблоки пускают сок и смешиваются с карамелью. Огонь увеличиваем, вливаем молоко с крахмалом и завариваем массу, похожую на заварной крем. Я еще добавила пол чайной ложки корицы. Вот такая масса у нас получается. Мы ее выливаем в мисочку, чтобы она остыла и была комнатной температуры. Для теста нам понадобится 3 яйца, 3/4 стакана сахара, пакетик ванильного сахара 10 грамм и щепотка соли. Просто венчиком все размешиваем как следует до однородности. Миксер в этом рецепте нам не нужен. Выкладываем к яйцам с сахаром 200 грамм йогурта, это коробочка, и полстакана, это 100 мл растительного масла. И все перемешиваем. Муки нам понадобится в этом рецепте 2 стакана, это 260 грамм. К муке добавляем пакетик 10 грамм разрыхлителя и просеиваем муку с разрыхлителем в жидкие компоненты. Ложкой просто все перемешиваем. Посмотрите, какое тесто получается. Оно лентой стекает с ложки. Форма у меня 24 сантиметра диаметром. И дно и бока я выстелила пекарской бумагой. Выкладываем тесто в форму, разравниваем. Посмотрите, остывшая масса яблочная стала густой. Ее мы выкладываем наверх теста ровным слоем. Друзья мои, если вам нравится видео, ставьте лайк. Это поможет продвижению видео. Его увидит большее количество зрителей. После того, как мы выложили нашу карамельную массу, нужно ложкой сделать вот такие круговые движения. Как бы такие карамельные зигзаги получаются. Посмотрите, как это красиво смотрится. Верх пирога можно посыпать лепестками миндаля. Вы этого можете не делать, но мне так нравятся вот эти миндальные лепестки. Они такие хрустящие, и это красиво. Духовка у меня разогрета заранее на 180 градусов. Пирог пекся в духовке 45 минут. Проверяем его готовность на сухую шпажку. Даем остыть пирогу в форме. После того, как он остынет, убираем форму, убираем пекарскую бумагу, выкладываем пирог на блюдо. Перед подачей пирог можно посыпать сахарной пудрой. Это будет смотреться очень симпатично. Посмотрите, какой он красивый. Он такой румяный, высокий. Режется он прекрасно, он мягчайший. Так интересно, что же получается в разрезе. А посмотрите, какая красота в разрезе. И низ и верх румяные, бисквит пропекся. И много сочной яблочной начинки. Пробуем. Друзья мои, это такое фантастическое сочетание. Нежный бисквит и карамельные яблоки. Приготовьте. Это так просто и так вкусно.